All the lines have led to this. Every moment, every wish, now it's here. It won't delay. It becomes us anyway. It's above us, closing in, spreading through everything. No one left outside of it. Всем привет, привет, меня слышно? Если слышно, дайте плюсик в чат, пожалуйста. Если будет слышно, все нормально со связью, начнем. Отлично, значит, связь есть. Можем начинать. Еще раз привет всем. Желаю хороших выходных. Так, начнем недельный обзор. Прошедшей то есть текущей торговой недели. Итак, в начале каждой недели, я уже это говорил, еще раз повторю, в начале каждой нашей новой недели мы должны сначала начинать анализ со старших таймфреймов. Да, у нас месячная свеча, она бычья. Апрель месяц у нас был в апреле были очень хорошие движения. Вот одна большая бычья свеча сформировалась. На недельном таймфрейме то же самое. Вот раз, два, три, четыре, 5 недель цена просто двигалась в одном направлении, в бычьем направлении. Итак, вот так сделаем. Вот такая картина у нас была на прошлой неделе. Это дневной таймфрейм. И что мы здесь имеем на дневном таймфрейме? На дневном таймфрейме мы имеем один ордер-блок бычий, который может быть зоной сопротивления у нас. Как делается анализ, да, на новую неделю? Здесь в sell side у нас нет никаких имбалансов, но есть один диапазон, магнитный диапазон, это rejection блок, вот этот, который тоже является магнитом для цены. Но дневных имбалансов здесь в sell side в ближайших радиусах тут нету. Окей, тогда нужно спускаться на младший таймфрейм, либо на H4, либо на H3, и там отмечать уже POI. То есть сначала нам нужно определить наш dealing range. Так, сделаем вот так. Надо определить наш dealing range. Не обязательно брать то есть range всей недели. Достаточно для понедельника определить dealing range. У нас dealing range получается вот этот low, который сформировался в четверг, и high пятницы. Делим этот dealing range на премиум и дискаунт. И мы должны теперь отметить в дискаунте наши POI. Да, потому что если цена намерена двигаться в лонговом направлении, потому что тренд у нас бычий, то в начале нового недельного цикла цена должна сбалансировать рейндж предыдущей недели. Также работает не только в недельных циклах, также работают и дневные, и 4-часовые циклы.
Если у вас день закончился, то когда начинается новый день, с большой вероятностью цена сначала сделает ребалансировку рейнджа. Если цена находится в бычьем тренде, то на следующий день цена спустится в дискаунт, и после ребалансировки дискаунта начнется движение, лонговое движение, которое продолжит тренд. Также и здесь на недельных циклах. Вот у нас премиум, это дискаунт, и в дискаунте мы определяем наши POI, то есть точки интереса. Это точками интереса бывают ордер блоки, rejection блоки, имбалансы, либо брейкер блоки. Вот. Если есть имбаланс, то лучше отмечать диапазон имбалансов. Вот у нас тут есть трехчасовой имбаланс FEG, вот он. Но он протестирован. Так. Маленький инсайд я вам дам, подсказку на будущее. Когда формируется вот такой свинг внутри имбаланса, и вот это все находится в дискаунте, вот свинг, который находится внутри диапазона имбаланса, будет ликвидностью. Цена будет охотиться за этой ликвидностью. То есть не за имбалансом этим, а за ликвидностью. Окей, мы определили наш dealing range. Значит, цена находится и так в премиуме. В премиуме у нас имеется еще один вот этот трехчасовой имбаланс. Но этот трехчасовой имбаланс, это будет, если окажет какое-то влияние, то это будет краткосрочным влиянием, то есть реакция будет краткосрочная. Так, спустимся на М15. Тем более, эта неделя у нас, в этой неделе была новость. Самая сильная новость был отчет ФОМС. Так, вот, в среду ожидалась эта новость. Итак, открывается новая неделя, вот понедельник, и цена реагирует именно на диапазон этого трехчасового имбаланса. Видите как? Здесь. Отсюда получает реакцию цена, и начинается движение лонговое. То есть этот имбаланс, трехчасовой имбаланс, удержал цену. Если мы разделим диапазон этого имбаланса на квадранты, можем увидеть то, что цена касается 0,5 уровня этого диапазона имбаланса и затем реагирует на уровень 0,25, вот эта свеча. И от теста 0,25 уровня цена начинает движение свое, лонговое движение. Так. Азия началась у нас с расширения. Здесь уже было понятно, какое движение можно ожидать в лондонской сессии и в Нью-Йорке. Да? Кто знает квартальную теорию, концепцию квартальной теории, они уже понимают. То есть отталкиваясь от того, что будет сформировано, какое движение будет сформировано в Q1, в азиатской сессии, вообще не только в азиатской, вообще в Q1, то есть в первой четверти дневного цикла, можно заранее знать, какое движение будет в Лондоне и в Нью-Йорке. То есть это вам дает заранее уже
э, предполагать будущее движение и строить на этом свой торговый план, либо свою торговую идею. Это движение, вот это лонговое движение, один из моих студентов поймал, на этом он заработал. Так, где это? Вот, это Дуэйн, и он здесь вот выполнил вход, здесь выполнил выход, то есть поймал вот эту всю дистрибуцию, которая была в азиатской сессии. То есть неплохое движение, кому позволяет часовой пояс торговать в Азии. Вообще в Азию тоже можно делать хорошие сделки именно на индексах. Но я торгую в основном в нью-йоркской сессии, иногда в Лондоне, но в большинстве случаев в нью-йоркской сессии. Итак, смотрите, если у нас в Q1 в азиатской сессии было расширение, соответственно, модель дня у нас получается XAMD. То есть X у нас Q1, это азиатская сессия была. И А, аккумуляция, ожидалась в лондонской сессии, то есть в Q2, вот этот промежуток. И мы видим то, что цена здесь начала формировать low resistance ликвидность, и началась здесь консолидация. Зная это, можно было в нью-йоркской сессии поймать уже дистрибуцию. То есть мы видим, так, вот если я разделю Q2 сессию, вот у нас здесь началась аккумуляция, и в Q2 цена должна была забрать buy side лондонской сессии, а затем направиться на ликвидность sell side лондонской сессии. И как мы видим, вот цена делает лонговое движение. Для чего? Если посмотреть, у нас, когда цена начала смещаться, вот это движение, это было смещением. Здесь мы сформировали имбаланс, видите, который не был сбалансированным. И вот эти серии медвежьих свечей, это у нас является дисплейсментом. Это дисплейсмент. И вот внутри дисплейсмента формируется имбаланс. Кто смотрел мой последний новый урок про слом структуры, я там подробно объяснял, как надо определять слом структуры и как можно точно входить через MSS, через Market Structure Shift. И здесь как раз таки вот это еще один пример именно такому слому структуры. Здесь, если тут не видно, да, на 15 минут, но если мы спустимся на младший таймфрейм, там можем увидеть на M1 свинг, который сформировал high, который собрал ликвидность и затем сделал слом. Вот этот свинг, вот он. И как раз вот это смещение у нас было дисплейсментом. Это смещение делает слом вот этого свинга, и у нас подтверждается слом структуры. Таким образом. Дальше. И при смещении цена всегда создает рейндж. Если он широкий, то цена обязана вернуться в диапазон этого рейнджа. Вот смотрите. Так, сейчас я это все удалю, чтобы было чище и понятнее. Вот у нас здесь swing high и здесь swing low. Сформирован новый dealing range.
Опять тоже простое правило. Если цена намерена двигаться в медвежьем направлении, то есть в шорт, она сначала должна подняться в премиум. Так, неправильно я вот так сделаем. Вот, премиум. И оттолкнуться. Внутри премиума мы должны отметить наши POI, то есть точку интереса. Точкой интереса здесь является вот этот 15-минутный имбаланс. И этот имбаланс, смотрите, как реагирует цена на диапазон. 0,5 уровень этого имбаланса, вот ровно середина, она удерживает цену. То есть и тут, когда вы видите на М15, либо на М30, либо на часовом таймфрейме, что цена начинает реагировать, здесь можно спуститься на младший таймфрейм. Это является торговлей вне килл-зоны. Да? Если у вас есть достаточный опыт торговли, то можно торговать и вне килл-зонах. То есть главное здесь знать, как формируется структура рынка. Да, higher high, higher low, lower high, lower low. Вот это и есть структура рынка. Если вы это знаете, то можно запросто читать будущее движение. Плюс здесь нам квартальная теория, концепция квартальной теории дает подсказку, хорошую подсказку, то что фаза Q1 была иксом, а фаза Q2 здесь у нас уже фаза аккумуляции. И нам нужно отметить диапазон этой аккумуляции. Внутри здесь можно отметить этот диапазон. И ждать свипа, то есть зачистку buy-сайда либо sell-сайда аккумуляций. Мы видим то, что вот тут происходит зачистка buy-сайда. Цена приходит в POI от старшего таймфрейма. 15-минутный имбаланс. Вот. И тут вот, нам нужно просто увидеть слом структуры. Как только вы увидите слом структуры, можно потом заходить в сделку. Это таймфрейм M1. Сейчас давайте сделаем вот так. Так. Слом я рекомендую смотреть либо на M1, либо M3, либо M5. На одном из них будет прям чисто видно, где произошел у вас слом. Здесь в данном случае, смотрите, я беру вот этот swing low за уровень MSS. Вот у нас уровень, то есть это K-level, это ключевой уровень. Если цена закроется телом, пробивая этот уровень, значит слом у нас подтвержден. И внутри этого слома, когда цена делает слом структуры, она должна сформировать имбаланс, диапазон имбаланса. То есть если будет, это очень хороший сигнал. Иногда слом структуры формируется без имбаланса. Такое я пока не рекомендую торговать для начинающих трейдеров. Если же образовался имбаланс, то это очень сильная комбинация. То есть у нас вот уровень, ключевой уровень пробивает свеча медвежья. Вот, формируется внутри этого движения, пробивного движения, имбаланс. И это самый хороший уровень для входа в позицию. Почему? Потому что у нас здесь все учитывается, да, все необходимые критерии здесь соблюдаются. Что? В первую очередь цена пришла в премиум. Затем цена вошла в диапазон POI. В данном случае 15-минутный имбаланс. Цена зашла в диапазон 15-минутного имбаланса. И смотрите, как реагирует цена на 0,5 уровень этого диапазона. Телом закрываемся ниже. Тестируем хвостом, фитилем. Здесь уже цена дает вам подсказку. Затем происходит слом структуры, формируется имбаланс.
И вот здесь отличный момент поймать вход. И далее теперь, опираясь на концепцию квартальной теории, можно нацеливаться на sell side азиатской, лондонской сессии здесь, в данном случае. Если мы измерим теперь нашу позицию, стоп сюда, то есть вход сюда и стоп за этот свинг, за вот этот. Вообще я рекомендую начинающим трейдерам ставить всегда стоп за свинг хай, либо чуть-чуть выше даже. Но когда вы наберетесь достаточно опыта, можно уже, когда уже поймете, какие уровни у вас будут защищенными, будет понятие protected high, protected low, либо high probability order block. Когда вы уже узнаете об этих концепциях, можно потом уже ставить стоп-лоссы на более защищенные уровни и RR, и получать RR, высокий RR. То есть можно в таких случаях, вы уже будете знать, как можно рисковать минимальной суммой, чтобы забрать максимальную выгоду. И вот за короткий срок тейк был бы ваш. Да, еще раз повторю, как мы здесь торговали. Мы определили сначала наш dealing range, премиум и дискаунт. Цена здесь находилась с дискаунта. Как определяется dealing range? Как только цена делает слом структуры в лонговом направлении, вот, мы подтверждаем формирование dealing range. То есть один конец уже у нас вот сформирован здесь. Чтобы подтвердить второй конец, откуда можно уже, то есть куда можно натянуть наш диапазон премиум и дискаунта, мы должны увидеть подтверждение. А подтверждение происходит после слома структуры. Если цена сначала двигалась в шортовом направлении, был шортовый тренд, после слома у нас начинается лонговый тренд. То есть тренд, я имею в виду вот это локальное движение. Локальное движение. Не глобальное, а локальное. Здесь вот шорт, здесь лонг. И как только у нас подтверждается слом, а слом это признак чего? Слом это признак смены тренда. Цена с шортового переходит в лонг. И как только вот будет подтверждение, мы можем сразу определить теперь наш диапазон dealing range. Вот премиум и дискаунт. Это важный момент. Как только вы определили ваш dealing range, вам остается лишь теперь отметить POI, который находится в премиуме. Все, что в дискаунте, можете просто не обращать внимания и не рассматривать. Надо всегда сначала, как вам сказать, ваша идея, торговая идея должна быть в синхронизации со старшим таймфреймом, то есть дневным, либо H4. Почему я рассматриваю шорты? Потому что вот у нас, я отмечал, да, то, что на 3-часовом таймфрейме у нас в дискаунте остался несбалансированный диапазон. Вот он. Вот этот. Вот он. И мы находимся еще внутри dealing range, вот этого. Вот. Поэтому у меня bias шортовый. Так. Если у меня bias шортовый, значит order flow будет в шортовом направлении. А если order flow будет в шортовом направлении, у меня цена как будет двигаться? Так, зная концепцию order flow, можно уже заранее знать, как будет двигаться цена. Цена будет двигаться вот в таком движении. Да? И она будет отталкиваться каждый раз вот тут. Либо от имбаланса. Вот, цена пришла. Сейчас.
Вот. Сделали пробой, затем откатное движение. И вот этот диапазон у нас будет вот high, low. Да? Здесь у нас будет премиум дискаунт, цена поднимется в премиум. Тут у нас будет либо имбаланс, либо диапазон будет ордер блока, либо брейкер блок. Цена должна получить реакцию от одного из этих пои. Либо имбаланс, либо брейкер блок, либо ордер блок. В крайнем случае rejection блок. Если цена сделает еще глубокий откат. Вот здесь мы видим, вот, могу показать в примере вот этого движения. Здесь. Вот у нас здесь самый минимум и здесь самый максимум. Да? Я беру вот этот диапазон и ценовое движение внутри этого. То есть price action внутри вот этой области. И можем увидеть, то, что цена сформировала здесь dealing range, затем поднялась в премиум, и тут тестирует rejection блок. Вот, rejection блок. Отсюда цена начинает дальше падать. Таким же образом это все будет работать у вас на любом таймфрейме. Зная теперь то, что цена вот начала уважать имбаланс в премиуме, я могу предположить здесь уже, вот на этой стадии, что тут рождается order flow в медвежьем направлении, потому что мы обновляем low, но не обновляем high. Видите? Вот этот low временный мы здесь обновили вот этой свечой, пробив ее. Так. Так, М15, киллзон. Дальше дождемся сессии Нью-Йорка. Вот. Я выполнил свой вход в нью-йоркской сессии. Так, моя торговля была вот здесь. Вот тут я выполнил вход, здесь добавился, и таргет был этот локальный хай. На самом деле это индюсмент. Здесь произошел индюсмент. И тут я ожидал, что цена может сделать пересвип понедельника во вторник. И потом может начать движение в шортовом направлении. Поэтому сначала take profit 1 уровень был вот этот. Если бы я увидел, что цена дальше будет двигаться, я на откате открыл бы еще одну позицию. Но цена, вот смотрите, мы достигли этого таргета в начале нового дня. И здесь уже можно было увидеть, что цена не намерена дальше двигаться в лонговом направлении. Вот по этой свече мы сделали глубокий тест премиума, затем закрылись снова внутри рейнджа, предыдущего рейнджа. А если посмотреть, где закрывается вот эта свеча закрывается внутри вот этого swing high. Вот читая, как закрываются свечи, вы можете заранее прогнозировать, куда с большей вероятностью цена будет двигаться дальше. И тут вот эта свеча, затем вот это смещение уже подсказало, что все, мы здесь выполнили всю миссию, и цена теперь должна дальше продолжать шортовое движение. Но вот это лонговое движение мы поймали. Сейчас разберем, как это было на младшем таймфрейме. Итак, теперь помните, да, вот тут у нас был диапазон трехчасового имбаланса. Так, вот этот трехчасовой имбаланс. Сначала в первый раз мы получили реакцию на этот имбаланс в
начале открытия недели. Вот этот баланс. Давайте цвет какой-нибудь. Вот так сделаем. И спустимся на младший таймфрейм. Так, есть. И я вам сказал в начале стрима, да, любой свинг, который будет находиться внутри диапазона имбаланса, это будет ликвидностью. Вот этот свинг-лоу, он находился внутри диапазона трехчасового имбаланса. Если вот перейдем на трехчасовой таймфрейм, вот тут можем увидеть вот этот свинг-лоу. Сейчас я отключу, чтобы было лучше видно. Вот, видите, этот свинг-лоу, который находится внутри трехчасового имбаланса. Это ликвидность. Это ликвидность. И теперь, смотрите, 5-минутный таймфрейм. Вот тут уже можно понять по закрытию свечей, вот здесь первая, вторая свеча, что они делают. Первая свеча сняла ликвидность и закрылась где? Над уровнем 0,5 этого диапазона. 0,5, то есть закрываемся над этим уровнем. Вторая свеча делает еще глубже откат, уже снимает ликвидность. Вот отсюда полностью заполняем здесь имбаланс и снова закрываемся над уровнем 0,5. Добрый день, Сергей. Плюс теперь я здесь сразу проверяю, сформировалась ли здесь SMT дивергенция. Так сделаем. Friday, Monday. Вот у нас понедельник. Сейчас я еще раз урежу, чтобы не мешало. Вот так сделаем. Тут сразу заметно, что SMT дивергенция у нас есть. NASDAQ делает глубокий откат и обновляет лоу текущей недели. Можем отсюда брать. Да. Мы снимаем вот эту ликвидность, а на S&P 500 мы делаем фейл. Значит, есть SMT дивергенция. И это сигнал, первый сигнал на разворот тренда. Теперь на M1. На M1 вот это, смотрите, серия бычьих свечей. Я беру 5-минутную свечу. Так. Отмечаю вот этот уровень как цист. Потом переходим на M1. Если вы не знаете, как определять цист, я рекомендую вам посмотреть, еще раз изучить концепцию циста, потому что это очень сильный инструмент, если знать, как по нему работать. А для своих студентов я скоро залью новый урок именно на тему циста, как определять, как все это видеть в графике, как я сделал урок про МСС. Итак, это уровень цист. Мы закрываемся над этим уровнем. И вот эти серия бычьих свечей у нас является дисплейсментом, смещением. Значит, дисплейсмент у нас есть. И тут мы формируем вот два диапазона имбаланса. Вот первый и вот второй. Теперь, почему цена не оттолкнулась от первого имбаланса? Да? И вот кто-то, может быть, здесь вошел, либо здесь тут поставили стоп сюда в имбаланс. Обычно некоторые так торгуют, что ставят стопы ниже диапазона имбаланса.
Да? И тут они поймали бы стоп. Почему? Потому что цена, когда сформировала смещение, мы создали довольно-таки такой широкий диапазон. И внутри этого смещения у нас было сформировано два имбаланса. Два имбаланса. Как я показывал ранее, мы должны теперь... У нас есть dealing range. Вот, high и low. Опять измеряем диапазон нашего dealing range, премиум и дискаунт. И как я говорил, цена, если она намерена двигаться в лонговом направлении, она должна спуститься в дискаунт, там протестировать POI, и после него начнется истинное движение. Если посмотрим на наш имбаланс, он находится, один конец его находится в премиуме, другой в дискаунте. Такие POI цена не уважает. Поэтому цена пробила этот уровень и спустилась именно в диапазон первого имбаланса. И отсюда, если мы посмотрим, вот цена начинает уважать этот уровень. Здесь был бы хороший вход, момент для входа. И вот как раз таки здесь я вот выполнил вход. Это 15-минутный таймфрейм. Первый вход был вот здесь. Так, если перейдем на 15-минутный имбаланс. Вот тут был бы самый идеальный момент для входа. Так, Открываем лонговую позицию. Вот. И куда мы таргетируемся здесь? Куда мы можем здесь таргетироваться? Тут я, чтобы подтвердить свою торговую идею, я измеряю свой диапазон. То есть я планирую, что цена будет двигаться в лонговом направлении, и чтобы подтвердить свою торговую идею, я пользуюсь инструментом STDV отклонения. И смотрю, есть ли какая-то ликвидность внутри диапазона 2-2,5. Да? И я вижу вот этот swing high есть. Ставлю take profit именно на эту ликвидность. То есть сейчас я показываю вам пример, как надо работать с инструментом STDV. Многие не знают, многие ищут информацию, уроки, эти видео разные в YouTube, но такого объяснения вы нигде не найдете. Я это знаю, потому что я сам в начале своего пути, когда изучал все, копал информацию, не было такого хорошего урока про это. Итак, вот мы здесь вошли, открыли позицию от теста этого имбаланса. Так, измеряем диапазон, длинная позиция, сюда, стоп за этот ордер блок. И 1 к 5 у нас РР есть. Окей, давайте посмотрим, как цена здесь будет двигаться дальше. Начинается ланч-сессия. Так, на М5 перейдем, чтобы быстрее это все отмотать. Так. И вот цена начинает двигаться в нашем направлении. Хоть мы не достигли таргета внутри этого дня, понедельника, но с открытием нового дня, вот мы видим, то, что цена делает импульсное движение, чтобы достичь этого таргета. И вот наш take profit отработал, и мы достигли нашей цели. Теперь
делаем анализ. Переходим на дневной таймфрейм. Каждый раз, когда закрывается у нас текущий день, мы должны делать анализ нашего текущего графика на старшем таймфрейме. Так, теперь мы это все можем удалить. Переходим на D1, то есть на дневной таймфрейм. Что у нас здесь сформировалось теперь? Теперь у нас сформировался здесь с закрытием понедельника сформировался дневной имбаланс. Вот он. Наконец-таки, да? И он является сильным магнитом. Так. И если цена намерена дальше двигаться в лонговом направлении, она должна сделать тест этого имбаланса. Это первый фактор. Второй, более сильный фактор. Здесь мы теперь переходим к теме bias. Как определять наш дневной bias. У меня есть специальный урок в YouTube, в моем канале. Кто, если не смотрел, я рекомендую посмотреть. Это даст вам очень хорошую базу, как читать ценовое движение. Вот мы видим, свеча понедельника, она сняла ликвидность buy-сайда пятницы и закрывается внутри предыдущей свечи. Вот. Телом мы закрываемся мы внутри. Значит, у нас bias на следующий день шортовый. Мы должны работать в шортовом направлении. Плюс у нас есть теперь POI от 3-часового таймфрейма, который был целью изначально. Да? Вот тут у нас подтверждается, что цена намерена идти в шортовом направлении. То есть здесь у нас теперь есть начало шортового направления. И вот тут у нас есть цель, куда потенциально цена может прийти, докуда дойти. Да? Вам остается теперь внутри вторника, нового дня, увидеть SMT-дивергенцию, которая будет указывать вам только в шортовом направлении, будет давать сигнал. Как только у вас будет формироваться такое SMT, вы можете входить в позицию и ловить движение. Таким образом читается bias, то есть таким образом вы делаете комбинацию байеса, ликвидности. Вот это у нас DOL, то, что называется в ICT концепции Drawn Liquidity, то есть это DOL, куда будет притягивать цену. Да, ставься уже, блин, что ты. Да. Я знаю, почему это. Почему не работает? Наконец-то, вот. То есть DOL это уровень ликвидности, куда будет притягивать цену, куда цена будет притягиваться. Поэтому это называется DOL, Drawn Liquidity. Вот. И у нас есть начало вот, движения. Теперь внутри нового дня вам остается Hi. Pratik, how are you, bro? Внутри вторника увидеть SMT-дивергенцию в шортовом направлении и все, и поймать движение. Так, мы это вот это можем здесь закрыть, это тоже можем закрыть, нам не нужно. Это тоже закрываем. Теперь у нас вот сформирован дневной таймфрейм, этот имбаланс. Его сделаем вот так и сделаем вот так. DOL есть. Это можем убрать. Давайте посмотрим, как у нас будет формироваться Азия и Лондон. Я сам не торговал во вторник, вообще не торговал, но торговали мои студенты. Я в конце покажу их сделки, все их сделки. Теперь давайте сверим
Если SMT-дивергенция, да, вот, начало нового дня, вторник, вот начинается, и у нас формируется SMT между понедельником и вторником, между S&P 500 и NASDAQ. Вот у вас первый сильный сигнал. Вот. Вот тут. Как только вы это увидели, здесь можно было бы входить в позицию. Второй сигнал вам дали в лондонской сессии. Это было вот здесь. Вот. Видите? Вот этот high, начало лондонской сессии и конец. Вот. Что происходит здесь? Между S&P 500 и NASDAQ. S&P 500 делает фейл, он не смог подняться выше, но NASDAQ поднимается вот к этому свингу, зачищает его, да, и формируется таким образом у нас SMT-дивергенция. SMT-дивергенция. Это сигнал для входа. Так, SMT и дивергенция, SMT. Вот. Как я и говорил, вот смотрите, как только сформировалась SMT-дивергенция, цена бам упала. Как только цена здесь сформировала SMT-дивергенцию, бам, цена упала. И лучшие входы у вас будут всегда после формирования SMT-дивергенции. Как только здесь будет SMT, вам нужно увидеть просто слом структуры, либо цист. Либо цист. Вот. Это уровень цист, отсюда можно было бы входить. Как надо работать с цистом? Это очень сильный инструмент. Я вот скоро выпущу урок внутри своего менторшипа, и студенты могут освоить это. Это очень сильный инструмент, только надо знать, когда именно формируются валидные цисты. То есть такие уровни, они формируются везде, да? Но надо знать именно свои критерии есть для циста. Именно эти критерии я раскрою в этом уроке. Вы узнаете, как надо выбирать именно подходящий цист, который вам даст высокую отработку. Тут вот цена тестирует уровень цист, и затем бам, начинается смещение, то есть дистрибуция. И внутри этого урока я покажу, как надо выполнять входы по циста. Если по МСС, по слому структуры вам нужно было увидеть имбаланс для входа, то в цисте это чуть иначе. И это я вам подробно расскажу в этом уроке. Окей. Вот у нас подтверждение было, и цена начала дальше двигаться. Начинается здесь у нас, скоро начнется тут нью-йоркская сессия. Я повторюсь еще раз, я сам не торговал во вторник, но торговали мои студенты, и их сделки я покажу в конце стрима. Так, вот эта сделка от Евгении, которая вот именно сейчас это движение я вам покажу, как она поймала это движение. Итак, смотрите, интересный момент. Цена вошла в диапазон дневного имбаланса. И она почти достигла нашего уровня от трехчасового имбаланса здесь. И что происходит? Смотрите. Цена касается диапазона трехчасового имбаланса, дает реакцию. То есть цена получает здесь реакцию. Затем делает откатное движение. В откатном движении. Здесь Так, сейчас сделаем вот так. Здесь тоже формируется SMT-дивергенция.
Здесь цена тоже формирует SMT-дивергенцию. Здесь можем увидеть, как это можно увидеть. Вот цена здесь достигает диапазона ордер-блока, вот этого ордер-блока медвежьего. Вот. А на S&P 500 мы делаем fail, мы не достигаем этого ордер-блока. Вот. У нас есть SMT. Теперь вам нужно здесь подтвердить, увидеть слом структуры либо через CIS, либо через MSS и поймать движение. Что и сделала Евгения. Вот она здесь выполнила первый вход на sell, затем добавила позицию, здесь тоже, здесь и take вот 26 850 уровень. 26 850. Стоп поставила за этот ордер блок и поймала движение. Отличное движение. Тут вот слом структуры мы видим здесь. Слом структуры. Затем, как я и говорил, цена может оттолкнуться от имбаланса, от ордер-блока, либо брейкер-блока. В данном случае цена отталкивается от ордер-блока. Здесь. Вот видите. Цена возвращается, делает глубокий тест, пробивает диапазон имбаланса, не замечая ее, и от ордер-блока, получая реакцию, начнется здесь у вас новое движение. Так. Вот так, если выполним вход. Итак, здесь она выполнила вход. И уровень, где закрылась. Вот. Это так. Какой таймфрейм здесь не видно просто. Сейчас найдем. 26 850. 26 850. Давайте этот диапазон мы отметим. Вот этот уровень, вот этот диапазон. И она сюда ставит take. Вот он. Измеряем нашу дистанцию. Стоп она поставила вот сюда. За ордер блок. И take сюда. RR довольно-таки внушительный. 1 к 5. Вот. Если здесь вы рискнули бы, образно скажу, да, минимально, да, $10, тут, когда цена бы достигла вашего тейка, вы бы заработали точно вот, около $60. Если вы рискнули бы с $100, здесь поймали бы уже профит на $600. Да. Так, окей, давайте посмотрим, как это все отработало. Так, по ходу здесь у нас, так, на каком брокере она торгует она? 850. Цена не достигая этого уровня, походу, значит, здесь закрылась вручную. Она закрылась здесь вручную. Потому что цена здесь не достигла уровня 85, 850, 26, и произошел разворот. Теперь, так, как нужно сопровождать сделку, да, вот, допустим, цена приближается к вашему таргету, но у вас вот уже отмечен заранее диапазон, вот здесь 3-часовой имбаланс, и смотрите, как цена реагирует на этот диапазон. Ни одна свеча не смогла закрыться телом ниже этого диапазона. Когда вы видите такое, я вам рекомендую всегда закрываться вручную. Здесь.
и довольствоваться именно вот этим профитом. Потому что это сигнал того, что алгоритм не пускают ниже спуститься. Поэтому здесь алгоритм начинает закрывать свечи телами над диапазоном трехчасового имбаланса. И это говорит о том, что цена уже достигла своей цели. Вот здесь вот азиатская сессия, рейндж азиатской сессии, sell side. И вот цена пришла, достигла, и к этому моменту, скорее всего, уже у нас сформирован, здесь снова SMT-дивергенция сформирована. Так. Здесь мы не смогли снять sell side нью-йоркской сессии, а тут цена еще глубже спустилась. Она сняла sell side азиатской сессии. Значит, SMT дивергенция у нас есть. Каким образом? Вот таким вот образом. Вот он. S&P 500 не смог снять sell side, а NASDAQ вообще снял и еще глубже спустился. Вот таким вот образом здесь мы поймали это движение. Можно было поймать вот это все движение. Пойму, если я не ошибаюсь, кто-то поймал это движение из моих учеников. Так. US 30. Нет, значит другое движение они брали. Значит, другое движение брали. Но здесь можно было поймать это все. Да, потому что первым сигналом это была SMT-дивергенция, которая сформировалась между днями. Да, по иерархии SMT, которая формируется на более старшем таймфрейме, дает более сильный сигнал. И тут мы видим то, что между днями было сформировано. Либо, если смотреть с точки зрения квартальной теории, SSMT было между Q1 и Q2. Это сильный сигнал. Таким вот образом, вот смотрите, теперь мы, сейчас я еще раз прокручу, чтобы день закрылся. Все, день здесь закрылся. Вот. Теперь переходим на старший таймфрейм, то есть на дневку можем перейти, либо на H4. Вот этот день нам не нужен. Либо на H3. И смотрите, как закрываются здесь свечи. Это важный момент. Это удаляем. Это тоже нам не надо. Это тоже. Все лишнее уберем. Да. Итак, трехчасовой таймфрейм. Как закрывается свеча? Смотрите, вот трехчасовая свеча, в 8 часов она уже давала подсказку. Снова я рекомендую посмотреть внимательно мой урок Daily Bias. Сейчас даже могу показать, где он находится. Так. Почему не выходит? Вот он. Так. Видео. Вот этот урок Daily Bias рекомендую посмотреть, потому что это даст вам хорошее подтверждение, когда вы будете сомневаться, когда у вас уже есть торговая идея, но вы сомневаетесь, да, в своей, будет ли отработка, не будет ли, пойдет ли цена, нет. То есть этот урок, он будет вам давать хорошую подсказку плюс подтверждение к вашей торговой идее.
И вот смотрите, здесь закрывается свеча телом внутри вот этого диапазона, предыдущего диапазона. Теперь, вот тут то же самое было. Смотрите, цена сняла ликвидность buy-сайда предыдущего трехчасового цикла, закрылась ниже. Это был сигналом, что будут шорты. Теперь здесь мы достигли дискаунта. Можно теперь измерить по ОТЕ, по ОТЕ, какой уровень мы, на каком уровне цена начала разворот. Вот цена даже не смогла достичь уровня 618. И как раз ровно от середины начинается разворот. Вот этот. Видите? Значит, мы сделали ребалансировку вот этого рейнджа. Здесь мы миссию закончили. Все. Теперь можем теперь посмотреть, как формируется у нас недельный профиль по квартальной теории. И мы видим то, что понедельник у нас был днем аккумуляции, и вторник делает манипуляцию, затем мы закрываемся телом, вот здесь телом, внутри вот этого рейнджа. И это говорит то, что манипуляция, скорее всего, вторник был манипуляцией, и если понедельник был аккумуляцией, а вторник был манипуляцией, то что, какое дальше можно ожидать движение? Да? Значит, дальше будет дистрибуция. И наша неделя будет формироваться по профилям недели через Classic Expression Week. Вот уже зная вот эти два фактора и анализируя на данных этих 2 дней, можно заранее прогнозировать ценовое движение. И у нас уже есть потенциально направление байса недели. Нам просто на младшем таймфрейме нужно еще раз увидеть подтверждение слома структуры здесь, на старшем таймфрейме, на М15, либо М30, либо часовом вообще было бы лучше. Как только вы увидите подтверждение слома структуры в лонг, можно работать просто в лонговом направлении. Байс есть у вас. И работать просто в направлении байса. Как я писал здесь вот на Weekly Recap у нас, да? Так. Один вопрос, который решает все в трейдинге, это куда пойдет цена. Никакой сетап взять, где поставить стоп, а направление, куда будет двигаться цена. Именно куда и почему двигается цена. Большинство трейдеров пропускают этот шаг, берут сетапы вслепую, удивляются потом, почему это не работает. Но проблема не во входах. Проблема в том, что без понимания направления цены даже идеальный вход становится просто случайностью. Когда вы начинаете видеть, как двигается цена, как формируется рынок, то у вас уже будет bias. То есть вы сможете анализировать направление байса в старшем таймфрейме. Допустим, вот недельный байс у вас есть. Вы определили. Да? Я не говорю 100%. Мы всегда здесь работаем с вероятностями. И тут, вот на этот момент, есть вероятность, высокая вероятность, что дальше будет движение в лонговом направлении. Почему? Потому что у нас есть уже здесь где-то 80% PO3 уже сформировано. Аккумуляция и манипуляция фазы есть. Нам нужно просто теперь дождаться подтверждения. И после подтверждения работать в синхронизации с байсом от старшего таймфрейма, от недельного таймфрейма. А когда мы будем работать уже на старшем таймфрейме, зная, что направление в лонг, как нужно ловить ходы. Нужно просто
Так. Ждать, когда сформируется у вас SMT-дивергенция, которая будет сигнализировать long. То есть SMT, которая будет формироваться в дискаунте, подсказывая лонговое направление, SMT, который будет указывать на лонги. После этого SMT можно входить. Вот все просто. Итак, у нас вторник есть, теперь среда. Среда у нас выход отчета FOMS. То есть FOMS, мы знаем, это самые сильные новости в рынке. Из всех новостей самая сильная новость это FOMS. То есть отчет Федрезерва, речь Паула, это очень сильно влияет на рынок. Многие трейдеры, менторы рекомендуют не торговать в такие дни. Потому что, тем более в дни Фомса. Почему? Потому что это самая сильная новость, и цена агрессивно двигается на выходе новостей. А до новостей тоже иногда бывают разные ситуации. Либо цена формирует Seek and Destroy профиль, который является самым опасным для начинающих трейдеров. Почему? Потому что в Seek and Destroy цена двигает, формирует вот такое движение. Допустим, сначала long, потом маленький range, отсюда оттолкнулись, пробили high. И здесь неопытные трейдеры начинают входить в лонговом направлении, думая, что сейчас продолжатся лонги, потому что мы пробили вот этот ключевой swing high. Но нет, цена потом делает разворот, спускается, зачищает вот эти sell-сайды. Тут уже другие неопытные трейдеры думают, что ага, все, значит здесь был разворот, слом структуры, мы обновили low, будет теперь движение в шортовом направлении. И здесь начинают входить в шорт. Но цена здесь делает разворот, опять уходит в buy. И выбивает стопы. Тут уже совсем другие трейдеры думают, что ага, мы зачистили buy side, sell side, теперь точно цена пойдет вверх. И начинают снова входить в позицию. И тут их опять рынок ставит раком и сбивает стопы, делая разворот, отправляясь в противоположном направлении. Затем опять вверх. Это и есть Seek and Destroy. Поэтому такой дневной профиль называется Seek and Destroy. То есть найти ее и уничтожить. Переводится таким образом в концепции Smart Money. Почему Seek and Destroy? Почему найти и уничтожить? Цена, алгоритм, маркетмейкер сначала находит стопы, где размещены стопы, и потом начинает охоту на эти стопы. Как только цена достигает этих стопов, она их уничтожает, забирает. Затем разворачивается, ищет снова накопление стопов. Достигает, зачищает, уничтожает все стопы, затем снова разворот, опять охота на стопы. И сейчас мы можем это увидеть как раз на примере среды. Вот среда здесь сформировалась. Вот смотрите, так. Сформировался азиатский рейндж, да? Азия сформировалась. Вот тут уберем все лишнее. Вот так. Dealing range у нас будет вот этот swing low и этот swing high. Вот здесь. Цена что сделала? Вот спустилась дискаунт. Сейчас сделаем вот так. Вот премиум дискаунт. Цена спустилась в дискаунт. Здесь протестировала имбаланс 15-минутный. Затем получила реакцию и обновила high. Вот. Структура у нас какая здесь формируется? Вот. Оп. Лонг, да? По структуре видно, что цена двигается в лонговом направлении. Вот, скорее всего, здесь некоторые трейдеры и вошли в лонговом направлении. А что потом сделала цена? Начинается вот Лондон. Она защищает здесь. Теперь. Опа.
зачищает ликвидность всю, вот эту, закрываемся ниже, и тут делаем слом снова. Вот тут у нас слом структуры есть, слом. И цена начинает двигаться в шортовом направлении. Здесь уже другие трейдеры входят, думая, что началось здесь шортовое направление, то есть шортовое движение, тренд. Почему? Потому что если мы измерим снова здесь, вот, премиум дискаунт, теперь мы работаем вот с этим рейнджом. Вот, этот дилинг рейндж. Цена достигла премиума, здесь протестировала POI 15-минутный, и мы закрываемся вот телом свечи внутри диапазона. Ага, думают здесь другие трейдеры, входят в шорт. Что происходит дальше? Цена, не доходя до таргета, снова разворачивается. Обратно. Здесь те, которые передвинул свои стопы в БУ, либо там на какой-то ниже уровень, закрывает их сделки полностью. Окей, дальше двигаемся. Цена опять доходит до этого уровня. И здесь получает разворот. Мы зачистили всю ликвидность здесь. Вот. И здесь входят трейдеры в лонговом направлении. В лонги заходят, думая, что все, цена теперь пойдет дальше, в лонг. И что происходит? Те, кто здесь вошли в лонги, поймали стоп обратно тут. А те, кто вот тут зашел в шорты, снова поймали, потому что цена развернулась. Это и есть Seek and Destroy профиль. Кто не знает, как надо торговать, здесь будет всегда ловить стопы. Всегда. Почему Seek and Destroy формируется? Потому что у нас здесь отчет есть. У нас выход новостей. Так. Где он? Вот news. Вот. У нас тут отчет. Вот FOMS. Здесь ставка фид-резерва, а тут пресс-конференция. Именно в этот день может сформироваться такой профиль Seek and Destroy. Кто хочет понять логику таких дневных профилей, либо кто хочет понять, как надо торговать на новостях, у меня есть специальный курс, именно посвященный этому. Так, вот, называется News Trade. Здесь я объясняю, показываю механику, как надо торговать на выходе разных новостей. Есть новости FOMS, есть CPI, есть Non-Farm, есть другие новости. И именно внутри этого курса я подробно объясняю, как нужно работать на выходе этих новостей и ловить нужные движения. Как я вот поймал, могу так, это движение как раз таки на торговле на новостях. Вот, это среда и торговля на новостях. И вот мои сделки, вот то, что заработал я. И поймал вот это движение. Эту логику не буду показывать. Здесь пропустим среду. Факт то, что кто сомневается, либо есть многие трейдеры, которые говорят, что на новостях невозможно торговать. Новости, они хаотичное движение делают. Невозможно предсказать движение на новостях. Так, я здесь вот показываю вам пример, то что можно торговать на новостях и делать деньги на новостях. И это одно из самых лучших даже стратегий, потому что отработка вашего
take profit, она будет за короткое время, за довольно очень короткое время. Вы можете поймать длинное движение, которое может быть даже равно целому недельному движению. Подробно я об этом рассказываю именно внутри этого курса своего. Окей, двигаемся дальше. Теперь, что мы здесь увидели? Среда закончилась. Вот здесь среда закончилась. Опять мы поднимаемся на старший таймфрейм и смотрим, как у нас обстоят дела здесь, на старшем таймфрейме. Что у нас показывает свечи от старшего таймфрейма. Это все можем удалить. То есть мы видим, что дневной имбаланс у нас удержал цену. Да? Мы получили реакцию от ордер блока дневного. Где ордер блок? Вот он. Вот, мы получили как раз таки от ордер блока дневного, и цена развернулась от этого. Спускаемся на младший таймфрейм, на H3 либо H4. Что мы здесь видим? Так, мы видим то, что мы сформировали здесь в среду новый рейндж. Вот, новый рейндж, премиум дискаунт. Цена спустилась в дискаунт, протестировала ордер блок и закрылась внутри вот предыдущего рейнджа, то есть предыдущей свечи. Если посмотреть, все свечи закрываются, вот начиная отсюда, здесь медвежья, все бычьи свечи закрываются внутри этого рейнджа. Это говорит о том, что цена с большой вероятностью будет продолжать лонговое движение. Плюс у нас от дневного таймфрейма вот свеча тоже есть, которая закрылась в бычьем направлении. Вот на H4 это еще лучше видно. Цена спустилась, протестировала ордер блок и закрылась телом внутри предыдущей свечи в бычьем направлении. Есть подсказка теперь. И в четверг мы можем теперь, у нас есть bias к четвергу, bias у нас лонговый, у нас bias недельный снова подтвердился, помните, у нас недельный, мы предполагали во вторник, что дальше будет лонговое движение, и вот здесь, в среду, мы получили подтверждение, не 100%, но на 60% нам дают сигнал, что дальше лонги будут продолжаться. Плюс, ну вот если на М15 даже посмотрим, на М15, что у нас произошло? У нас был слом через ЦИС, можем вот взять этот слом, либо вообще самый лучший уровень, вот он, 15-минутный таймфрейм, это уровень ЦИСа здесь. И цена вот тестирует, и затем делает смещение. А слом у нас можно было взять вот через этот high, это был бы MSS, слом структуры. Вот это MSS. Это движение у нас displacement. Внутри displacement мы сформировали вот имбаланс. Затем опять премиум и дискаунт. Вот, премиум и дискаунт. Цена пришла в дискаунт, протестировала этот имбаланс 15-минутный. И затем сделала смещение в лонговом направлении. То есть цена уважает order flow бычий. Работаем теперь в четверг. И вот с открытием нового дня у нас вообще цена улетела. Сделала смещение. Так. Это движение можно было бы даже здесь измерить. Так куда она пойдет. Можно вот так, таким вот образом. Так. Вот. Цена достигла уровня 2-2,5. И здесь цена начала делать отклонение.
Да. Когда цена достигает 2-2,5, здесь мы можем ожидать либо одно откатное движение вовнутрь ренжа, либо полный разворот. Учитывая то, что мы здесь внутри вот этого лонгового движения сформировали имбалансы, несбалансированные диапазоны, здесь мы можем ожидать то, что цена будет двигаться, чтобы обеспечить баланс именно этих диапазонов. Шортовое движение должно быть. Затем лонг. Я не торговал в Азию и в Лондон, поэтому я пропущу эти все сессии. И как я говорил, видите, вот цена спустилась, чтобы обеспечить балансировку этого диапазона. Вот. И отсюда начинается опять разворот. Разворотный. Это в нью-йоркской сессии я тоже торговал. Так. Вот. Я работал в лонг здесь. В лонгом направлении. Сейчас. Вот. Здесь, скорее всего, могли бы многие зайти, наоборот, в шорт. В шортовом направлении. Почему? Потому что здесь есть опять подтверждение. Много подтверждений в шорт. Первое, что цена сделала смещение, да, вот здесь. Затем внутри этого смещения мы сформировали имбаланс. Вот. Если мы разделим этот range, dealing range на премиум и дискаунт, цена пришла в премиум и отсюда получила реакцию. И все. И вот тут тоже смещение. Вот тут многие могли бы зайти в шорт и поймали бы стоп, думая, что вот тут накоплена ликвидность. Вот этот лоу, это все ликвидность. Плюс есть еще ниже вот эта ликвидность. Тут вообще полка ликвидности. Могли бы такое подумать. И сформировать неверное. Yeah, I will translate it tomorrow, bro. I will add English subtitles and several other languages tomorrow. You can check it tomorrow and watch video in your language. Easy, but it will be ready just for tomorrow, bro, not for today. Вы зашли бы, поймали бы здесь стоп. Здесь у меня bias был лонговый, поэтому я придерживался сформирования SMT дивергенции в дискаунте, вот, в Нью-Йорке. Если посмотреть, вот у нас здесь формируется SMT дивергенция между NASDAQ и S&P 500. Вот, NASDAQ делает глубокий откат, снимает sell side лондонской сессии, а S&P 500 делает fail. Тут у меня SMT сформировалось. Не нужно было просто потом войти после слома структуры на младшем таймфрейме. Так, где это был вход? Первый вход был 27.800.086. Так, это М1. 27.086. Это где? Вот здесь где-то. Вот тут тоже. Вот тут. Это был вот этот уровень. Здесь был цист. И я от циста просто открыл лимитку. Это было как? Это было вот так. Вот цена сделала смещение. Я сюда поставил лимитку. Купить лимитный ордер. Так, дождался. Все, лимитка есть. Стоп за этот swing low. И теперь take. Первый take был вот сюда. На этот high. Второй take profit был сюда.
длинная позиция. Так. Сюда, это сюда. И когда цена достигла этого ордер блока, я закрыл позицию первую свою. Вот. Цена достигла этого. Я закрыл с прибылью $796. Затем открыл еще одну позицию. Где она? Вот. Здесь снова добавился с стейком сюда. И вот 728 и 796. Две сделки было здесь. А здесь покажу вам как одну, чтобы не тратить много времени. Начинается ланч-сессия. Достигли таргета. Затем снова добавился здесь. И до этого хай. Так, стоп. Вот этот хай был. Здесь достигнут. И вот, пожалуйста, отчеты. И это прибыль за четверг. Все почему? Потому что придерживался байеса. Придерживался дневного байеса. И плюс смотрел на 4-часовом либо на 3-часовом таймфрейме, как закрываются свечи. Как закрываются свечи. Они всегда будут вам давать сигнал. Допустим, даже, смотрите, это 4-часовой таймфрейм, да? Вот тут 9 часов. Вот. Начинается новый 4-часовой цикл. Здесь смотрите, как закрылась вот эта 4-часовая свеча. Она сняла ликвидность. Вот она. Снятие ликвидности и закрылись внутри рейнджа предыдущей свечи. Отталкиваясь от 4-часовых таймфреймов, либо от 3-часового таймфрейма, вы можете уже подтвердить направление движения цены. Вот. Закрываемся, значит... так, можем вот так сделать. Еще, допустим, представим, что новый 4-часовой цикл еще не начался. Вот тут текущий 4-часовой цикл закрылся внутри рейнджа. Спускаемся на М5. И вот тут как раз таки... сейчас я включу. 4-часовые свечи. Вот. Этот индикатор показывает у меня диапазон 4-часового цикла. Вот начало, это конец. Здесь тоже начало. В 9 часов начался новый 4-часовой цикл. Что он сделал? Мы спустились в sell side, забрали ликвидность и закрылись внутри предыдущего 4-часового цикла. Все, теперь вот тут я могу... Что я должен здесь увидеть? Как только цена пробьет хай этого диапазона, это будет подтверждением. Либо от брейкер блока, либо от циста я могу выполнить вход и поймать дальше движение. Дальше. В лонговом направлении. Мы здесь и так находимся на all-time high. Да? Как я могу предсказать, докуда цена будет дальше двигаться? Как это можно предсказать? Так, на М15 сейчас перейдем. Опять через STDV отклонение. Этот инструмент может вам дать подсказку, как работать дальше. Вот я делаю вот таким образом. И здесь видно, что вот 4-4,5 диапазон приходится сюда. Можно здесь открыть позицию, поставить take на 4,5 диапазона.
либо на 4. Это терминус. И вот можно посмотреть, как цена будет. Вот мы достигли 4 уровня. Именно благодаря этому инструменту, STDV отклонению. Если кто-то хочет подробно понять, выучить, как работать с этим инструментом и как-то правильно комбинировать разные инструменты, чтобы правильно делать анализ по Smart Money, по ICT, я вот предлагаю пройти курс обучения и потом торговать. Сейчас я вам покажу сделки моих студентов, как они торгуют. Они тоже когда-то были такими же зрителями, как и вы, тоже смотрели и удивлялись, что вот можно читать ценовое движение и прогнозировать цену. Это вполне возможно, если есть правильные качественные знания. Окей, четверг завершился. Теперь опять что мы делаем? Мы сверяемся на дневном таймфрейме. Что мы здесь сформировали? На дневном у нас закрывается свеча в бычьем направлении, значит дневной байс все еще у нас лонговый. Спускаемся на 4-часовой таймфрейм. Так, здесь 4 часа. Так, единственный, ничего пока тут не вижу. Так, на H3 тоже пока нету. Окей. Давайте посмотрим, как Азия с Лондоном у нас будет формироваться в пятницу. Окей. Азия сняла ликвидность байсайда. Затем Лондон делает смещение в sell side. Да? Те, кто думал, что в пятницу может быть сформирован TGIF профайл. Почему в пятницу здесь нельзя было ожидать TGIF? Да? Я вам здесь дам маленькую подсказку. Так, объяснение дам. TGIF у нас формируется когда? Когда у вас с понедельника начинает цена расширяться сильно в одном направлении, без глубоких откатов. То есть глубоких откатов не должно быть, чтобы был сформирован TGIF профайл. А что мы здесь видим? У нас был глубокий откат сначала во вторник, затем в среду мы опять сбалансировали диапазон. Затем в четверг тоже мы сделали сбалансировку. У нас среда, четверг, полные глубокие откаты. Соответственно, в пятницу для цены не имеет никакого смысла снова делать TGIF и делать откат. Мы видим то, что структура, рыночная структура у нас как формируется. Надо обращать внимание всегда на это, ребята. Допустим, да, у нас вот здесь high, здесь low. Да? Затем вот тут мы установили локальный high, здесь low. Тут мы обновили, затем снова обновили. Здесь обновили low, сняли ликвидность, не закрепились телом. Нам нужно всегда смотреть, как закрываются свечи телами свечей на старшем таймфрейме. Итак, мы обновили этот high и этот high. А low обновляется ли low? Нет. Мы обновляем этот high. Снова делаем откат. High, inducement. Очищаем ликвидность. Затем снова обновили здесь. Здесь уже вам подсказывает сама структура, что цена двигается в лонговом направлении. Мы формируем новые хаи, но новые лои здесь не формируются. Плюс цена защищает за собой ликвидность. Вот зачистка была. Здесь тоже мы зачистили. Какой смысл цене здесь спускаться ниже?
Единственный диапазон, допустим, так. Так, здесь. Единственный диапазон здесь вот этот имбаланс. Вот он. Это часовой. Вот он. Вот, несбалансированный. Вот этот диапазон имбаланса. Ниже нет никакого смысла спускаться в цене. Почему? Потому что вот мы здесь сформировали имбаланс, протестировали. Вот был тест, первый, второй тест. Затем здесь было смещение на этот так М30. Вот этот имбаланс здесь делаем. Теперь BPR-зона у нас тоже имеется. Почему? Потому что вот у нас были покупки, продажи, покупки. То есть вот эта область, она сбалансирована. Цене просто нужно здесь коснуться один раз вот этого имбаланса, снять ликвидность, и дальше у нас будет лонговое направление. Еще одним подтверждением здесь будет у вас снова 4-часовые свечи. Вам нужно здесь просто дождаться, как закроется 4-часовая свеча до Нью-Йорка. Смотрите. Так. Вот здесь начинается новый 4-часовой цикл. Вот. Новая 4-часовая свеча. Вот тут начинается у нас. Я могу даже вот включить здесь 4-часовые свечи. Вот так сделаем. Смотрите, как они закрываются. Это важный момент. Вот мы спустились, забрали ликвидность 4-часовых циклов, вот, и закрываемся в бычьем направлении. Вот тут. Плюс у нас тут есть SMT-дивергенция сформирована снова. Вот этот лоу, видите? Этот лоу. S&P 500 делает фейл, он не снимает этот лоу, а NASDAQ снял этот лоу. Сформирована SMT-дивергенция. Именно внутри 4-часового цикла. Так. На М5. Теперь. Здесь у вас скоро начнется здесь нью-йоркская сессия. И с нью-йоркской сессии цена просто улетает. Почему? Потому что все, здесь манипуляция была. Сейчас это все выключим. Вот так. Это все удалить. Так, вот он. Здесь 4-часовая свеча вот тут закрылась. Да? Здесь закрылась. Так, я включу еще раз, чтобы показать вам, где, как начинается. Вот здесь начинается новый цикл. Новый цикл. Но слом уже был сформирован внутри предыдущего 4-часового цикла. Вот тут. Здесь был это swing high, формирует слом через МСС. Вот displacement, внутри дисплейсмента у нас сформировался имбаланс, и отсюда цена улетела. Все. А кто ожидал шорты, здесь поймали стопы. Почему? Потому что, смотрите, ребята, у нас, еще раз пройдемся, начало недели, как понедельник был аккумуляцией, вторник была манипуляцией,
В среду у нас была снова аккумуляция, потому что был выход новостей, FOMS. Аккумуляция была. Затем на фоне этих новостей цена сделала смещение, но мы сформировали рейндж, который нужно было сбалансировать. Поэтому цена снова спустилась в дискаунт, чтобы сбалансировать вот этот рейндж, который был сформирован выходом новостей. И как такового дистрибуции недели еще не было. У нас неделя Classic Expansion Week, но внутри этого профиля у нас еще дистрибуции недели не было. Поэтому нам надо всегда ожидать дистрибуцию недели. Если здесь ее не было, значит вот понедельник, пятница это самый крайний срок. И с большой вероятностью дистрибуция будет в пятницу, если здесь до пятницы не было никакого. Потому что мы здесь вот сделали, обновили high, снова спустились внутрь, закрылись. Затем снова тут обновили high и снова сделали откат. И последняя надежда, она оставалась на сессию Нью-Йорка. И в Нью-Йорке вот без отката цена просто бам улетела. Таким образом, вот здесь мы уже закрылись. И если посчитать, измерить ценовое движение, так, на М15. Нет, нету. Так, свинг. Вот он. Так, где свинг, который снял ликвидность? Вот тут, но мы здесь уже достигли полностью. Либо вот это. Вот этот. Почему я беру отсюда, измеряю STDV отклонение? Ответ к этому на уроке Swing Rates, это для моих студентов. Если кому-то не будет непонятно, почему я измеряю не от этого свинга, а от этого, то подробное объяснение лежит на уроке Swing Rates. Мы видим то, что вот 2-2,5 уровень пробит импульсно, и значит дальше цена продолжит движение до 4-4,5 диапазона. Вот таким вот образом эта неделя у нас была, и здесь вот сделки моих студентов в этой неделе. Начнем с первого. Вот понедельник, это Дуэйн поймал это расширение сначала с открытием недельного рейнджа, затем здесь Сакен, школьник наш, 17-летний, молодец. Он довольно-таки быстро обучился, и вот уже торгует сам, самостоятельно, читает график, понимает структуру, откуда цена двигается, куда она идет, делает прогнозы, анализы, делится с нами в нашем приватном чате. Вот, и тут вот его результаты уже. Человек обучился около 2 месяцев, но я был удивлен его темпом, то есть желанием обучаться. Каждую тему, каждый блок прям интенсивно проходил быстро. Делал уроки, домашние задания сразу. Вот, проверьте домашнее задание. И я прям удивился, молодец, с большим желанием ворвался и вот уже делает результат. Вот еще одна сделка нашего студента. Тоже в понедельник поймал вот это движение в sell, стоп туда. Это один из наших лучших трейдеров, наших студентов, Павел. Это его.
он работал здесь на Dow Джонсе. Вот, поймал это движение. Смотрите, уровень тейк-профита, где стоит, и откуда цена развернулась. Вот, прям идеально, это скальпинг, прям снайперский вход и выход, как это говорят трейдеры. Вот, цена достигла тейк-профита и развернулась именно отсюда. Вообще красиво. А это на NASDAQ его сделка. Вот тут поймал buy. И здесь вот цена. Он делает анализ. Так. Это Серхио. Вот его анализ. И вот его сделка. Buy. Стоп сюда. Take первый здесь, второй уровень здесь. Это здесь его анализ. Это моя сделка. Это Сергей. Тоже один из моих учеников, прям который очень хорошо читает price action, ценовое движение. Это Евгения. Вот мы уже разбирали ее сделку. Вот. Ее анализ. Основа ее анализ. Опять Сергей. Это уже у нас 29 число. Вот его прогноз. И отработка прогноза. Вот она. 8 РР поймал. Евгения снова поймала здесь лонговое движение. Вот ее вход. Здесь выход. Снова Павел. Sell поймал позицию. Это на S&P 500. Его сделки. Вот вход. И вот так. Вот take уровень. Так, US 500 пробовал на бумаге, US 30 на... US 500, вот этот 500 был на пропе, вот с пропа, а это анализ на бумаге, paper trade. Опять Сергей, вот его прогнозы, как он здесь объясняет, делает анализ, делится с нами, с ребятами. Новички вот учатся на таких анализах, уже более опытных трейдеров, все ученики, студенты, которые только-только пришли на мой курс, после прохождения тем, вот они берут еще одну дополнительную теорию в виде уже сделок от более опытных студентов. Таким образом, они уже на реальном рынке видят, как это все отрабатывает. Вот Алекс, этот студент, наш студент, он еще проходит обучение, но вот уже делает сделки. Поймал. Снова Сергей, вот его прогноз, вот его сделки и вот отработка. Вот. Сергей один из тех, кто очень хорошо освоил ИБДА-циклы, и благодаря ИБДА-циклам он и так хорошо торговал, но потом прошел курс обучения по ИБДА Lookback. Там вначале было чуть сложновато, но потом он все понял, всю концепцию, и вот сейчас вот делает анализы, прогнозы, которые в 90% случаях они все верны. Так, это... Так, кто это был? Вот Сакен, наш школьник с 17 лет парню. И вот 7,5 РР поймал движение. Это вот отчет, прикрепленный от MetaTrader. Вот его анализ. Видите, каждый человек, они тоже были когда-то, все почти наблюдали, кто-то был у меня вот в открытом канале, здесь наблюдал за моими сделками, кто-то в YouTube смотрел мои стримы, тоже наблюдали, потом решились пройти курс обучения. Все всегда, конечно, вначале сомневаются, каждый человек, но вот сейчас торгуют, делают профитные сделки вот, и зарабатывают на этом. Вот Артем тоже поймал движение. Вход, выход, вот еще один выход здесь. То есть этому может научиться каждый. Главное, чтобы было бы желание. Здесь было еще
сделка Павла, где он поймал 30 РР. Где это было? Я, значит, не пропустил. В общем, у Павла тоже была сделка, где он поймал РР 30. Я где-то здесь, что ли? 5 РР. Это после того, как он уже прошел обучение по IBDO Lookback. То есть сначала он прошел курс, основной курс, потом курс по новостям, и вот в итоге прошел курс обучения по IBDO Lookback. И сейчас его уже трейды, они минимум 10 РР получаются все. 10, 15, 20 и на то и 30. То есть в начале, когда я делился своими сделками на разных дискорд-сообществах, в разных телеграм-каналах, многие люди, они не верили этому, говорили, что это просто удача, совпадение, такое невозможно. И вот люди, те, которые решились пройти обучение у меня, сейчас уже торгуют точно так же, как и я сам. Делают такие же РР, большие РР и получают профит. Окей, вернемся теперь. Что нас ожидает на следующей неделе? Так, наша неделя закрылась в бычьем направлении. В следующей неделе у нас начинается новый цикл, новый месячный цикл по квартальной, то есть новый месячный цикл. Если разбирать по квартальной теории, то это будет у нас Q1 фаза, новая неделя. И надо посмотреть, какое движение будет сформировано внутри Q1, внутри месячного цикла. От этого уже можем выстраивать дальнейшие прогнозы. А так у нас на следующей неделе ожидаются какие новости? Так, это не это. Так, новости. Оп. Вот. Май. Вот. В пятницу у нас ожидается non-farm. Это на втором месте по силе новость. Так что в пятницу можем ожидать высокую волатильность в рынке. И эта новость, она может сформировать либо дистрибуцию, либо сделаем откат вовнутрь рейнджа. Посмотрим, как сначала сформируется у нас начало недели, как будет открыт понедельник. Исходя из этого, мы можем дальше уже сделать прогноз более точный, как мы будем дальше двигаться. Ну а пока вот у нас на недельном таймфрейме, вот тут недельный имбаланс, который нуждается в ребалансировке. Внизу вообще большие области не сбалансированные. На дневном таймфрейме у нас снова тут сформировался дневной имбаланс. Вот он. Если цена намерена дальше двигаться в лонговом направлении, мы должны сначала сделать одно откатное движение в диапазон этого дневного имбаланса, затем продолжим движение. Если же мы телом пробьем этот диапазон имбаланса дневного и закроемся телом ниже этого уровня, то можем уже рассматривать откатное движение. Но это откатное движение, скорее всего, будет во второй, то есть в фазе месячного цикла, то есть в Q2 во второй неделе. Если первая неделя у нас будет аккумуляционной, можем ожидать, что цена будет находиться внутри рейнджа какого-то, затем только будет откат более глубокий, можем ожидать, и продолжение тренда. Почему? Потому что если делать анализ на дневном таймфрейме, так,
этот вот мой анализ, который я делал уже еще давно. Мы достигли как раз-таки диапазона вот второго take профита. Если делать анализ через measuring gap, второго take профита, и достигли терминуса почти. Я думаю, цена может сделать один пересвип. Если закроемся на дневном таймфрейме ниже, можем рассматривать откаты. Вот как мы закрылись здесь на дневном таймфрейме. Так. Вот. Вот мы как здесь закрылись. Такое же движение, если мы увидим тут, то можно будет уже работать вот до этого имбаланса дневного. Здесь уже надо смотреть, как цена будет реагировать на этот диапазон. Если цена отскочит, то лонги. Если пробьет, можно работать в шортовом направлении до следующего FTA зоны сопротивления. Вот такая у нас была неделя. Если есть вопросы, задавайте. Если нет, будем закругляться. Спасибо всем за внимание. И желаю хороших профитных трейдов на следующей неделе всем. А кто хочет, если у кого-то возникли по поводу обучения, можете писать мне в Telegram. Я с удовольствием всем отвечу. Ребята, еще одна просьба, пожалуйста, всем, кто смотрит, комментарии, лайки я приветствую. Потому вы сами знаете, как работают алгоритмы YouTube. Они помогают для продвижения видео, чтобы и другие могли увидеть и понять, как вообще работает алгоритм, как двигается цена, как надо делать анализы. Ваши лайки, ваши комментарии помогут и другим трейдерам, которые находятся, может быть, в сложном положении, не могут понять, не могут прийти к одной системе торговой. Увидеть эти видео, я думаю, мои эти видео, недельные рекапы помогают, потому что я вижу, что многие дают фидбэки, отзывы, и по ним я понимаю то, что эти недельные обзоры действительно помогают для многих, чтобы понять, как вообще работает трейдинг, как надо делать анализ по Smart Money и в каком направлении вообще нужно двигаться. Поэтому лайки, комментарии. Попрошу вас поставить лайки, писать комментарии. Чем больше, тем лучше. Не будьте эгоистами. Это многого не требует. Просто поставить лайк и написать какой-то отзыв, комментарий, либо спросить в комментарии что-то. Спасибо всем, ребята. Тогда в таком случае, если нет вопросов, я закрываю свой эфир и дальше иду отдыхать. Пока-пока. Всего доброго.